Всех приветствую, дорогие друзья, случайные гости и зрители моего канала. С вами я, Оскар Инк. Сейчас мы с вами будем учиться, как делать бродкаст, короче, на, на свои стримы, короче. Программа бродкаст. Я вообще делаю вот так вот. NVIDIA бродкаст у меня тоже есть. NVIDIA. Сейчас чекнем. Что у нас тут? 14 тысяч. Чекнем по просмотрам обязательно. Кого больше всех просмотров. Да ладно, вот этого парня посмотрим. Итак, всем здорово, с вами Здорово. снова Solid. Этот видос будет интересен только стримерам. Да, вот узкоспециализированный ролик получается, поэтому если не сложно, если у тебя есть друзья, стримеры, там, я не знаю, родственники, либо знакомые, в общем, скинь, пожалуйста, им будет как минимум любопытно. Недавно, примерно месяц назад, в свет вышла в бета-тестировании специальная утилитка, которая называется NVIDIA Broadcast. Те самые ребята, которые вот делают видеокарты, GeForce и всякие вот это все, выпустили приложение, которое позволяет творить, по сути, чудеса. Полезно будет для стримеров, объясню сейчас почему. Смотрите, сейчас я переключу. Вот она, вот она. Работает, как мне сказали, вроде как исключительно с видеокартами 20-й версии и выше, то есть 2070, 2080 и 30, вот, который только-только вот начнет сейчас на рынок выползать. А до этого 1070, 1080 и же с ними, не знаю, поддерживает или нет. Здесь всего 3 вкладки. Программа проста как болт, специально вот для меня сделана. Раз уж мы начали, видите, тут камера, да, то и давайте начнем с нее. Камера бета, видите, бета-версия. Не пугайтесь, что здесь изображение сейчас не такое цветное, как вы видели до этого. Это S-Log режим, это фотоаппарат на самом деле. Здесь вместо этого может быть любая ваша веб-камера, но лучше всего, естественно, фотик. Сейчас такая тенденция идет, что вместо веб-камер блогеры, стримеры начинают использовать именно фотоаппарат либо видеокамеру для более качественного изображения. Это важно, друзья, потому что мы все стримеры, естественно, заботимся о том, чтобы нас было смотреть как минимум комфортно. Я не говорю, что у меня эталон изображения, либо еще что-то. Я свет неправильно ставлю, мне вот постоянно не нравится, я очень самокритичен. Видите, пыль вот здесь, вот я не... Это лайф гейм. Главный эффект — это не 4К, это вранье, вранье. И самый главный эффект — это размытие фона. Это такая фишечка данной программы. Смотрите, что творится. Вот я ее включаю, и фон чудесным, сука, образом размывает, чтобы вам было видно более подробно. Вот. Я не знаю, как это работает, но выглядит, я думаю, презентабельно, прикольно. И самое обидное то, что я вот на этот объектив, с которого я сейчас снимаю, потратил кучу бабла. Ну, я, правда, и брал не для стриминга, а для создания видеороликов. Но, тем не менее, мне, сука, обидно, потому что та самая главная фича, а именно светосила, диафрагма, да, вот тут стоит, между прочим, 24 мм 1.4 диафрагма. Угу. Любой глазок пульт не видит, видите? Вот какой-то объект в кадре он не видит, хотя он точно так же светится, как мой хлебальник. Вот здесь вот только вот он что-то распознает. Вот видите, минимальная. Здесь сейчас я увеличу, чтобы вот прям при вас. Вот эта вот серединка. Вот. Не знаю, что поменялось, нет? Да. И вот максимальная степень размытия. Я вообще как вырезанный из этого сюжета, вот, судя по Мантулите, вот дело полностью был освещен. Вот это, короче, вот эта вот штука, короче, ради которой я зашел, и сейчас мы смотрим. Вот именно сейчас вот начнется. Какие чудеса творятся. Вот, это еще ладно. Он может еще вот делать замену фона. Вот эта тема нормально. Видите? Тоже кривовато местами, надо работать со светом, надо сделать так, чтобы я полностью был освещен, еще лучше, чем сейчас. Вот если вы видите вот такие прогалы всякие, это как бы, но все равно это не на зеленом фоне. Нам не нужно строить никакие вот эти вот баррикады за собой, там типа... И раньше я придумал какую-то дичь, ну и другие стримеры меня поймут тоже, там, типа, на стену надо что-то вешать, а если сзади нет стены, какую-то простыню сзади, это крайне неудобно, каждый раз это все натягивать. Теперь его можно просто, типа, вырезать, если вот это допилит, чтобы было хорошо все видно, то это здорово. И еще можно, ну, можно заменить фон, можно удалить фон,
То есть я просто буду там черный. То есть либо мы ставим изображение любое, которое нам понравится, да, вместо заднего фона, либо просто удаляем его, и он прозрачный, да. Дальше есть такая фишка, как автокадрирование. Это, знаете, вот он будет за мной постоянно, сука, следить. Но, правда, немного Да, фишка прикольная, кстати. кропать изображение, но это хрен бы с ним, как говорится, да. Теперь давайте поговорим насчет микрофона. Именно с этого порядка надо начать. Микрофон, вот он. Не покупайте такой микрофон, ребят. В России он не продается задешево, за неадекватный ценник. Он стоит в России в 3-4 раза дороже, чем он стоит в Германии. На самом деле его адекватная цена. Это старый, древний, хороший микрофон, но поверьте мне, есть аналогичные, более дешевые, и неважно, какой микрофон вы втыкаете в аудиокарту, главное, как его правильно настроить. Все, микрофон мы закрыли. Не надо никого там копировать и так далее, не совершать. Вот сюда нажимаю. Вот смотри, это пылесос. Я надеюсь, его нажимаю. Сейчас он подумает. Нормальная вещь вообще. Микрофон. Как это работает? Да, меня слышно хуже. Да, слышно не так адекватно, как раньше. Но, по-моему, пылесоса не должно быть слышно совсем. У меня как будто бы просто херовый микрофон, но меня слышно стабильно. Фига, что за но фокус? эту штуку не слышно. Вот смотрите. Что за фокус? Вообще жесть, вообще ништяк. Еще раз выключаю. Вот он. Вот такой адский звук. Это Нифига, нормальная тема вообще. достаточно громкая штука, я вам скажу. Мне даже говорить неприятно, потому что я сам себя даже не слышу. А здесь шумоподавление. Сейчас он включится. Как это работает? Давайте поставим наполовину. Вот здесь слышно, да? Не, лучше вообще на максималку ставить все. Мне просто интересно, на каком этапе он глушит его целиком и полностью. Я сам толком не проверял. Допустим, вы разговариваете через TeamSpeak, либо через Discord, либо по скайпу со своим другом, а у друга жена пылесосит, либо что-то готовит, либо стиральная машинка начала выжимать, либо ребенок бегает, орет. Вы то же самое делаете, шумоподавление, выставляете степень, и его не слышно, его уже контролит вот эта система, вы понимаете? То есть я не представляю, как это реализовано, честно. Но вот с камерой тема полезная, я считаю. Вот как-то, наверное, даже можно заканчивать на этом. Есть будущее, понимаете? Так, ладно, это все ништяк. Короче, сейчас мы будем делать это на видео бродкаст. И устанавливать все это дело, короче, в свой стрим, короче. Ну, и либо в прогу, короче, получается. Так. Тут тормозимся. Это мой канал, ребят, подписываемся, ставим лайки. Заходим сюда. NVIDIA GeForce Experience. Здесь вот у кого, короче, есть вот здесь ссылочка. Здесь вот так вот правой. NVIDIA GeForce Experience. Сейчас будем здесь искать бродкаст этот. Я полагал, он должен быть здесь. Вот здесь, наверное, поиск приложения игр. Сканирует что-то. Долго сканировал. Драйвера, кстати, обновил последние драйвера. PUBG. Warface. Чё? Так, друг. Один игры. И приложение. Shield. Вообще. Экспериментальные функции, ребят, советую отключить вообще. Так. Транслировать игры на NVIDIA Shield. NVIDIA Shield. Все это, конечно, интересно, как это всю эту движуху подключить нам. Долго сканирует, конечно. Уведомления, открыть игровой Play, настройки, драйвера. Так, тогда, значит, делаем вот так вот. Как скачать NVIDIA Broadcast. Просто сразу же при вас сделаю вот это все. Вот. И для этого, как бы, чтобы мы все вместе с вами все делаем нормально.
Так, 101 видео, абсолютно новый уровень. Ну, давай сюда. NVIDIA Broadcast. Сразу же, короче, сюда пишем. Как скачать NVIDIA Broadcast. На nvidia.com есть сразу же вот эта вот штука. Скачиваем. 44 мегабайта. Все скачалось. Устанавливаем всю эту суету. Ребята, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, есть какие-то вопросы. Продолжить. Не поддерживается ваш текущий ГП. Требуется ГП NVIDIA с поддержкой RTX. Че? Все. Салам алейкум. Все. Ладно. Сейчас мы пойдем. Это для блатных ребят, походу. Сейчас сделаем как NVIDIA Broadcast на... У меня 1650. Супер. Видюха. На YouTube же идем опять. На любой видеокарте, то, что нам нужно. Так, кто это? Гексонит, парень. Установить NVIDIA Broadcast. Для начала, получается, вот показывает то, что он у меня не останавливается. Видеокарта у меня стоит 1060. Панель управления. Вот, видите, GeForce 1060. Ну и вот она, собственно говоря, не устанавливается. Продолжить установку невозможно. Что мы делаем? Мы извлекаем файлы из NVIDIA Broadcast. Что это за фокус? Как он извлекает их оттуда? Подожди. Мы извлекаем файлы из NVIDIA Стой! Broadcast. Что мы делаем? Мы Извлечь файлы прямо из этого. Ну давай. извлекаем файлы из NVIDIA Broadcast. Куда он извлекает, интересно? Ну давай сразу так вот будем делать. Ха! Интересный парень. Добавить в архив. Открыть с помощью. У меня только порисовать там можно. Интересно, ты извлекаем файлы. Ну ладно, парень, блин. А у него в каком формате, интересно, этот файлы? Подожди. Мы извлекаем. Мы делаем? Мы извлекаем файлы из NVIDIA С Broadcast. .exe он из приложения извлекает. Интересно он, товарищ. Строчек кода. Вот, оно у нас разархивировалось. Заходим. Setup KFG. Можно открыть через блокнот, можно через что-нибудь еще. Через Paint. И здесь ищем в строчках кода слово custom. Custom name. И здесь вот у нас вот critical. Critical мы изменяем на varn. Ищем здесь дальше. Вот, видим здесь true. Меняем на false. И вот здесь вот меняем critical на varn. После этого закрываем и сохраняем. Открываем установщик. Нажимаем кнопочку «Да». Ты парень, конечно, веселый. Как мне вот эту всю движуху изменить? Еще приложение. Давай с Word откроем. С Word откроем. Окей. Пропустить. Да, конечно. Установка закрыть. Че это за марасня? Ты что за... То, что продал. Чистую установку, галочка. Не, брат. И нажимаем кнопку «Далее». Зря мы тебя, короче, посмотрели. В Дзене вот нормально, короче, ребята тоже. На 1650. Супер. А у меня GTX, да, по-моему. На GTX. А там RTX надо. Поэтому GTX пишем 1650. Супер. Давайте долго ходить не будем. Вот так вот сделаем. На ютубчике.
Вот парень 10 тысяч просмотров. Думаю, фигню не посоветует. Ну, тоже 50 на 50 у него. Всем очевидный привет, вы на канале Shelter Life, меня зовут Антон. Недавно Nvidia выпустила свой клевый софт под названием Nvidia Brandcast. Такой Жень, как будто он еще под кайфом от этого софта. Карт версии еще алгоритмов искусственного интеллекта. Ладно, Честно говоря, давай, друг, научи нас как. оборудования или сложных. Таки нашел в Москве магазин, где продается RTX 3080. Даже не важно, это Nvidia. Больше, можно сказать, ну, ходим сюда, выбираем, соответственно, нравится, что там есть интерес. На маке работаем программу, нажимаем скачать, там соглашаемся со всем вот там лицензией, нажимаем я не робот и качаем либо для вашего Mac, и либо PC. То есть это именно даже на Mac работает. Так что выбираем нашу платформу и скачиваем. После этого устанавливаем программу, как и любую другую программу. А дальше я вам сейчас покажу именно как она настраивается, что там есть интересного, что там нет интересного. Уже не сейчас перейдем с вами непосредственно к самой программе. Все, после того, как установили программу, мы ее запускаем. После того, как мы ее запускаем, переходим с вами в настройки. Настройки у нас вот здесь вот шестеренкой, то есть обозначены эти вот самые настройки. Заходим сюда, выбираем, соответственно, нашу камеру. Брио, неплохо. Вот я ее тоже хочу, кстати. Logitech. У нас камера, то есть нам нужна. Выбираем, соответственно, наши параметры. Можно убрать, чтобы он у вас не запускался вместе с системой. Также можно сделать, чтобы он отражал так или иначе вашу камеру. То есть, соответственно, если вы берете флип, то он будет, то есть, показывать вас вот как вот есть, так сказать, ну, правая рука, левая рука. А так он будет зеркалить, соответственно, если вы включите эту функцию. Вот. И не забудьте поставить галочку, если вы используете хромакей, соответственно, если вы используете именно хромакей, не забудьте поставить галочку, вот оптимизировать под зеленый экран, чтобы если вы когда будете делать захват в OBS, соответственно, или Streamlabs OBS, чтобы у вас не было проблем именно с хромакеем. Так, дальше. И следующее, что я могу сразу посоветовать, сделайте, пожалуйста, две вот эти вот клавиши. Это обязательно, то есть вот этот вот пункт, именно Turn Lens On-Off, именно какой-нибудь задайте команду, и Trigger Lens Effect. То есть эта команда как бы запускает эффект, эта команда как бы отключает эффект. То есть здесь делайте свои, можете сделать как у меня, а можете, соответственно, задать свои параметры. Все, дальше я уже ничего здесь не надо делать, просто переходим сюда. Теперь, если мы хотим ту же самую технологию, как у Nvidia, соответственно, чтобы за нами следил именно трекер, то есть сделать, есть на канале, можете Ctrl плюс D, то есть Ctrl плюс D запускает, соответственно, эту функцию. То есть мы нажимаем, все, теперь видите, камера за нами следит. Вот насчет этих функций, честно говоря, не понял, так я говорю, что это вроде следит как бы по голове. Фокусировка. Я башкой кручу, по голове, и она, соответственно, вот здесь вот голова значок. Вот я башкой кручу, и она отслеживает. Если я буду как-то вот это рукой делать, она как бы отслеживать ничего не будет. Но если включить как бы всем телом, то есть я буду делать рукой, он уже тоже как-то просто памяти 200, никаких проблем не было. Рассинхрона тоже никакого нету, потому что вот то, что я записываю сейчас с вами, разговариваю, соответственно, вы видите... Чё у меня за киянка? Чё за микрофон у него? Чё за анаконда висит вообще? Чё за гриб он? Гриб какой-то повесил? Нету, что вот раз, два, три, четыре, то есть нету проблем, никакого рассинхрона, все работает ништяк. И все, и вы уже можете как бы понтоваться на ваших стримах, что нихера себе, я себе там 3000-ю серию видеокарты взял, найти эти вот именно портреты, как они определяются, фон, это вот прям вот, кстати, довольно-таки неплохой, но при этом, говорю, делает ярче нанести всякую фигню в маске Джокера. И выглядит это довольно-таки очень хорошо, потому что я смотрел другие программы, те же самые, там вот одна из известных, я забыл, я опять название, на Steam, которая маска есть. Вот он то, что там такие маски накладывают, но они прям выглядят действительно как-то, ну не так. Вот здесь, конечно, маска, она прям, ну, не знаю, на мой взгляд, довольно-таки очень круто. То есть даже если вот взять там вот это, вот одна из моих любимых масок, то есть такой... Нормально, чисто на стриме поугарать. Мне радует, я не знаю, мне дико радует. Выглядит все довольно-таки прикольно. Также здесь есть
как я сказал, просто какие-то, да, там вот просто, ну, можно себя сделать вот такого, типа, чувачка, конечно, у меня плечи широкие, поэтому он как бы не вмещается, если вы, конечно, там как-то похудее, можно попробовать как-то вот так вот сесть, и можно такой, типа, вот я сижу такой, чилю такой, толстовочка, качаюсь, ничего не происходит, нажимаю Ctrl-D, все, Ладно, ладно, друг, научи нас Это вырезать эту всю сделать. движуху. мальчонки. Так что все, на сегодня очки, другие тоже соцсети, подсказки видите на экране. Не то вообще. Друг, прикольно, конечно. Наверное, я скачаю эту движуху сейчас, чтобы потом замутить на стриме, чтобы скучно не было. Да, где ты? Глушил карта. И с братком они как бы не новые, поэтому после этого устанавливаем программу, как бы больше, можно сказать, которые есть сейчас. Ну или просто Давай, снап-камера. Полетели. Ну, вот, скачать. Ладно, это мы потом побалуемся. У нас же суть тут другая. Мгм. Вот Дзен всегда вещи говорит, кстати. Опять он, что ли? который все Да ёб твой рот. кажется, меня я все-таки на Хм. Так, идем дальше. И что ж, всем привет, дорогие друзья. Здорово, С вами друг. снова я, Персикс. Персикс. Сегодня я вам покажу, как же установить NVIDIA Broadcast на видеокарты, не связанные с RTX, то есть видеокарты без RTX, такие как 1060 и так далее. На 760, 960 я не знаю, пойдет ли это, потому что я не проверял, честно. Что вы делаете? Нажимаете, то есть, во-первых, вы скачиваете NVIDIA Broadcast, вот с этим блокнотиком, там будет написано, что изменить. Вы Конечно, блокнота нет, друг. ваши действия. Вы распаковываете это, во-первых, extract files. Ждете. Отлично, брат. Как мне распаковать, если он? А вот. Ага, вот оно. Лишь текущую папку. Погнали. Опа. Уже что-то есть. А теперь мы, короче, делаем шаги вот этого парня, который нам мутил, подсказывал, короче. Вот здесь вот. Подожди, где он? Где он в истории? Все, короче, распаковываем, короче, и вот этот парень нам сейчас расскажет. Так, это я свои видео смотрел. Мгм. Вот этот, по-моему, парень нам через распаковку. Ладно, поставим лайк. Запускайся. Всем привет, это Так. Ты, короче, лайки, короче, влепили ребята, которые не поняли, как это делать. Так, все, это он показал. Сейчас мы проведем те же самые действия. Так, распаковали там. Это заходим. Setup KFG. Можно открыть через блокнот, можно через что-нибудь еще. Setup KFG. Все. Открыть с помощью
еще приложение. Блокнот, через блокнот. Через блокнот открываем. И здесь ищем в строчках кода слово custom. Custom name. Custom name ищем. Так, ищем. Custom name. Интересно, тут что-то слишком много. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Bull name. Control. Custom. Мы сделаем проще. Вот так вот сделаем. Custom. Custom. По-хитрому. Custom name. Нашли строчку. Короче, ребят, Ctrl-F нажимаете и пишите Custom. Чтобы это все проще и легче было. Так, И что? здесь вот у нас вот critical. Critical мы изменяем на warn. Ищем Critical на warn меняем. Вот оно слово critical. Пишем по-английски. Warn. Дальше. здесь дальше. Вот, видим здесь true. Bull Меняем на false. name false. Здесь вот. Ага. Bull name. Где он? Интересный такой. Найти бы сейчас его. Тоже, блин. Программисты такие парни простые. Вот здесь вот ищем Меняем на false. True. Меняем на Булнами. Skipotons. Булнами Skipotons. Давай по старой схеме. Булнами. Вот так вот был. Вот он. Нихера себе, тут булнами Skipotons надо найти. false. Property. Это properties string нами. Properties string нами. Bull name. Нифига. А вот здесь вот. String нами. Блин, как же сложно. Булнами Skipotons. Такой простой тоже, блин. Так вот делаем. Булнами Skipotons. Skipotons. Не нашел. Это тоже сложнее. А, после варна где-то. Блин, сейчас бы теперь вар найти. Так вот сделал. Critical. Warn. Warn. И вот здесь вот меняем critical на warn. Over install name. Я вообще там написал warn. Я broadcast поставил warn. Ой, 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 ой. Custom name. А, ну правильно, да. Support check. Да. Warn. Нет, все правильно. Вначале здесь warn пишем. Потом. После этого закрываем и сохраняем. Стой! Меняем. Что-то он так отмотал. Вот, можно через что-нибудь еще. И здесь ищем в строчках кода слово custom. Custom name. Custom name же правильно. Custom name, все правильно. И здесь вот у нас вот critical. Critical warn, warn, все нормально. Critical мы изменяем на warn. Точно warn написать, да, warn. Ищем здесь дальше
Вот, видим здесь true. Bull name, skip audience, value true. Так, вот тут вот что-то где-то здесь ниже. Но мне его нету, друг. Value. Блин, какие-то либо новые они тут устанавливали. Как же это сложно. String name, потом bull name идет. Нормально. String name сколько? Это последнюю я скачал. Свежак. Короче, проматываем. Вот находим bull name. Вот он тут, все эти bull name. Меняем. Ищем skip audience, value. По-любому здесь где-то есть. Слушай, ничего такого не сделаешь, блин, ради своего стрима, блин. Где bull name? Офигеть, сколько их тут. String name. На fails. String name, product type. После него. Вот. String name, file at next. А тут идет skip audience. Value 503. Product name. Value. String name, internet connectivity. Очень интересно, конечно. Skip audience value. Value, значит, найдем сейчас. Как он правильно пишется? Skip. Skip options. Skip audience. Skip options. Аж давление уже поднялось. Skip
тоже skip options. Это, видимо, пофиксили специально, чтобы, короче, нормально пацаны не делали такого. И вот здесь вот меняем critical на warn. И здесь ищем в строчках кода слово custom. Custom name. И здесь вот у нас вот critical. Critical мы изменяем на warn. Ищем здесь дальше. Вот, видим здесь true. Меняем на false. Сейчас попробуем вот так вот сделать. Ctrl-F. True найти. Bull name. Как меня запарило там bull name. Bull name. Как? Вверх ищи. Среди булнеймов нету такого. Кастом. Вот это X. Сделай потише. Ладно, попробуем без него сделать что. И вот здесь вот меняем critical на warn. Over install name. Такой простой, да. После этого меняем на false. String name product type. Ну-ка, давай-ка product type сейчас найдем. А вот оно. Это, короче, все языки прописаны на всех языках. Вот был name property. Name этот product type.
версия. Ладно, это пропустим. Здесь true. Меняем на false. Трое надо найти все. Фолси пропишем. Еще трое. Ладно, broadcast voice driver. А, вот он. Меняем на false. И вот здесь вот меняем critical на warn. Over install name. Вот он. Вот это вот, походу. Вот. Здесь вот он нашли. Over install name. Level. Вот. Level warn пишем. Не critical, а warn здесь. После этого закрываем и сохраняем. Будем надеяться, что у нас все получилось. Открываем установщик. Нажимаем кнопочку «Да». Ждем. Вот, проверка совместимости. А ну-ка. Кнопочку установщик. У нас вот показывает то, что продолжить, то есть мы можем продолжить, но при этом он якобы не поддерживается. Нажимаем продолжить. Нажимаем принимаю и продолжить. И вот здесь вот меняем critical на warn. Затем здесь true. Меняем на false. Bull name. Skip options вали. Ага. А, мы же вот здесь выгрузили вот это вот. Так вот, может, можно так. Ну-ка, вот так сделаем.
Я не тот просто запустил. О, бродкаст не установлено. О, что-то мы уже нашатали тут, уже что-то получается. Установка. Бродкаст. Что-то параметры уже где-то проскочили что-то. Теперь еще раз сделаем. Открыть. Нет, это не отсюда. КНФГ. Открыть с помощью. Так, вот с блокнота откроем. Сейчас мы попробуем. Наверное, он сейчас появится. Где-то. Нам нужно, вот один файл мы не поменяли, bull name. А он его здесь, главное, нету, понимаете? Его надо вот найти. Вот bull name. Это. Вот он. Bull name. Что-то уже вот потихонечку что-то он. True. Меняем на false. Skip options value. False. Вот его нету skip options. Skip finish. Вот. Bull name. Короче, после последнего string name сейчас вот это вот. Где install, короче, нам нужно найти, короче, где install. После, где вот это вот, короче, subtitle, это, короче, он прописывает. Вот install, вот это вот, короче. Вот subpackage. Broad voice driver. Over install name. Вот, скорее всего, вот это over install name. Varun это мы поменяли. Custom name мы поменяли. NVIDIA Broadcast. Вот string name. Вот install. Вот product type. Я нашел value 503. Файл текст. Value 503. После value false еще есть. Вот здесь вот где-то, короче, string name. Или он в properties, после properties. Install properties ищем. Раздел. Вот, install properties. Вот этот пункт. Вот здесь вот, короче, нужно что-то, короче, бомбить. Потом strings. Ну-ка, сейчас мы сделаем по-своему. Здесь дальше... Вот, String name и product type. Вот он. String name, internet connectivity. Product type value 503. И там уже properties settings.
Сейчас это сделаем очень вот так вот, короче. Сами это все дело пропишем. Возьмем это с какого-нибудь bullname. Так вот сделаем. Возьмем bullname. Ну, сами это все сейчас пропишем. Вот это bullname возьмем, любой. Любой, короче, берем bullname. Просто копируем и пропишем эту строчку сами сейчас. Вот он. Ну, вместо этого просто печатать лишний раз bullname. Переписываем какого-то парня. Равно skip options. Skip options. Skip options. Value равно true. Вроде бы так. Bullname. Что нужно? Просто берем и пишем это сами. Что просто что искать? Просто ее прописать. Value равно true. Равно же там, по-моему, не вижу. Да, палочка. Там уже property strings идет. Следующее. Все. Так, сейчас мы сделаем пробел. Без пробела. Properties. Без пробелов. Без пробелов. Во. Все прописали. Короче, вот здесь install properties. Вот этот пункт. Прописали. Идем опять в эту папку. Сейчас мы посмотрим, откуда он устанавливал. Открываем установщик. Открываем установщик. Открываем установщик. Прописали, что он вообще не открывается. Этот установщик.
И вот здесь вот меняем critical на warn. После этого закрываем и сохраняем true, меняем на false. Bull name fails надо написать вот здесь. False. False. Сохранить. Мгм. Зачем, чё мы, блин, лепим Горбатого? Как тут моя видюха называется? Так это делается. И этот тип. Вот она. NVIDIA GeForce GTX 1650 Super. Мы сделаем просто вот так вот. Опять это, типа, крыша сейчас съехать может. В чем проблема? Почему здесь не ищет? Зайди на сайт NVIDIA, сказал друг. Почему ты только на
другие карты выпускаешь, а на нашу не выпускаешь продукты. Мгм. RTX, короче. Подожди, у этого типа, может быть, у него файл тут есть. Critical на Warn. И здесь ищем. Можно открыть через блокнот, можно через что-нибудь еще. Через блокнот можно.
Так, вот. Critical мы поменяли. Так, ну-ка давайте-ка заново сейчас сделаем все это дело. Я нашел, короче, движуху. Короче, самое главное это вот сделать. Где support message critical на warn поменять и в корневом удаляем вот это custom face. Сейчас мы это все заново промучим. Shift delete. Это delete. Это delete. Заходим на сайт NVIDIA. Скачиваем этот файл broadcast. Уже голова, если честно, болит. Так. Распакуйте с помощью zip. В root setup kfg измените. Показать папки. Custom name. Critical ищем опять. Вот. Broadcast not support message. Support check. Level critical. Level warrants time. Level warrants time. Сохраняем. В корневом каталоге NVIDIA Virtual камера NVI. Virtual камера NVI. NVIDIA Virtual камера. NVI находим. Ага. Virtual камера NVI. Вот он, файл NVI находится. Вот он. Ну, это блокнот. Открываем. Custom files. Следующее. Custom files. Окей, будем сейчас по очереди искать. Вот custom files нашли. When install value. Удалить. Потом when install property string name. А,
Display текст. И Properties Custom. Это тоже удаляем. Короче, вот этот весь пункт удаляем. Root setup.exe. Чё? Не понял. Да, возьми.
Так, делаем еще один способ. Качаем NVIDIA. Скачиваем, запускаем установку, оставляем открытым. Вот. Запускаем установку. Оставляем открытым. Перейти к C, темп. Переходим в C, темп. Вот оно, высветилось. Ага. Скопировать папку NVIDIA Broadcast. Копируем папку NVIDIA Broadcast в новую папку. Здесь вот у меня есть. Создадим даже папку NVIDIA. Сюда делаем, сюда вставляем. Что-то есть, что-то есть. Окей. Закройте установщик приложения. Закрываем установщик приложения. Скопировать папку ctemp. Окей. Копировать. Диск в C. Опа. А где папка temp? Не пойдет. Ну давай. Так, сделаем. Так, сделаем. В чем проблема? Нет вопросов, брат. Файле setup.kfg. Setup.kfg, вот он. Setup.kfg, ну это блокнот. Custom name. 75 строчка. Вот она, вот здесь вот строчки пишутся. Вот. Вот она. 67. Вот она. Строчка 79. Broadcast not supported message level. Вместо critical пишем warn. Warn. Все. Закрыть. Сохранить. Send video broadcast setup exe. Запускаем этот файл. Угу. Here. NVI. Попробуем все вместе сделать.
Broadcast NVI. Package type. Package type. Package type. Package. Дальше пробуем. इस वाले लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास GTX 1650 है, उसे विंडोज से एक्सट्रैक्ट कर लें। और setup.cfg फाइल को किसी भी टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर से ओपन कर लें। अब इसके बाद ये वाली लाइन को सर्च करें, NV ब्रॉडकास्ट सपोर्ट चेक। इसमें लेवल में क्रिटिकल से 1 सेट कर दें।
और इसके बाद यहाँ पे स्किप ऑप्शन में फॉल्स कर दे, इस फाइल को सेव कर दे। अब ये वाला Custom name на видео подкаст Суперчек. और इसके बाद यहाँ पे स्किप ऑप्शन में फॉल्स कर दे, और ऊपर चेक इफ नॉट डाउनग्रेड में भी। इसके बाद इस फाइल को सेव कर दे। अब ये वाला फोल्डर ओपन करें, एनवी वर्चुअल कैमरा, और नीचे जाए यहाँ पर एनवी वर्चुअल कैमरा डॉट एनवीआई फाइल को किसी टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर से ओपन कर लें। और उसके बाद यहाँ पर नीचे जाएं और फेजेस में कस्टम वाले टैग को रिमूव कर दें। इस लाइन को रिमूव करने के बाद आपको जो डाउनलोड प्रॉब्लम हो रही है वो फिक्स हो जाएगी। इसे इरेज करके सेव कर दें। इरेज करके हो रही है वो फिक्स हो जाएगी। Custom voice. Закрываем. Custom voice. Custom. Выберите. Custom. इसे इरेज करके सेव कर दें। इन सभी फाइल्स को चेंज करने के बाद setup.exe को रन कर दें, यहाँ पर कंटिन्यू कर दें। इंस्टॉल हो बता सकते हैं।
что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Персикс, и сегодня я вам покажу, как же установить NVIDIA RTX. Ваши действия. Вы распаковываете это, во-первых, так, во-первых, заходите в NVIDIA Broadcast, нажимаете на Setup, открываете его с помощью блокнотика. Далее, ищите нашу первую строчку, которая указана в блокноте. Video Broadcast Support Check. Так, где она у нас? Первая строчка. А вот она у нас. Далее. Следующий был name у нас, значит, следующая строчка. Ищите, вот. Меняйте true на false. Потому что очень прикольно, он очень хорошо и Короче, ребят, пытался, короче, но ничего не получилось в итоге. Ребят, сейчас скачал то, что видео увидите, снап-камера, короче. Возможно, какие-то функции, там, опции, там, короче, возможно, поэтому невозможно, короче. Я не нашел способа, у меня такого никогда не было, это впервые со мной. Вот, поэтому, ребят, подписывайтесь, ставим лайки. Спасибо, что вместе разбирались со мной, смотрели, блин, ну это реально бомбеж какой-то. Какую-то дичь вбрасывают, это bullname нету, видимо, либо NVIDIA, конечно, пофиксили, это специально, чтобы вот такие умники не обходили. Вот, и как-то вот так вот. Что, ребят, всем салам алейкум. С вами был я, Оскар Инк, у меня уже голова вот такая вот просто. Сегодня не будем уже записывать реакцию, потому что я уже просто выжился на вот этой движухе. Я думал, сейчас минут за 15 сейчас все сделаем и полечу стримить. Ага, конечно, завис на 1:40. Так что, ребят, давайте, до новых встреч.